Доброго вам привета. Как видите, месяц не прошел даром, и теперь я могу сбрасывать багеты с потолка, а затем залипать в слоумо. Но ломать багеты лишь одно из моих хобби. Также я люблю колупаться в грязи и смотреть, как колупаются другие. На днях мы были на покатушке и даже взяли какое-то место. Однако прокатиться по всем точкам не хватило времени. Было решено исправить ситуацию и навестить скучающие точки в самых пердях нашей местности. Чем труднее добраться до точки, тем больше баллов дают за ее навещение. Теперь давайте пройдемся по откликнувшимся на сию авантюру машинкам. Грязная Нива номер 1 и спасательный круг на крыше. Утюненная грязная дизельная Нива номер 2. Японский самурай, который нахуй вертел весь советский автопром. Советский автопром на стероидах, который полдня тягал самурая и Нивы. Тут у нас что-то на богатом, британец на максималках. Джип широкий в модном обвесе типа бушквакер. Джип широкий немного доработанный местным тюнинг-ателье. А это просто венец японского автомобилестроения, не нуждающийся в представлении Mitsubishi Pajero 2 с неубиваемым трехлитровым мотором. Из-за плановых неполадок чуть позже нас догнала еще одна Нива, и внепланово стала вот здесь. Закончили со списком, переходим к покатушкам. Фарш мачо. Чего-то? Вентили вот только сейчас включились. Видишь? Так нельзя глушить, наоборот заводи тачку. Заводи, Карина, заводи! Проводок сустав вчера пизданулся. Ну, подлезь тут не глубоко. Надо было трубку брать. Трубку мы с собой не брали, поэтому завязали «Привет, Джек». Тут грустит пятибалльная точка номер 57. А там грустит Максимка. Стартер ожил. Пора продолжить путь. Пускай скажи до последнего, пускай пихтерит. Первый, кажется, прошел. Продолжаем. Интересно, Лендровер в курсе этого зацепера или нет? Газ на бельчатах не понимает, почему мы здесь столько торчим. Следующим был Nissan. Еще один из индейского племени, прокачанный местными. Следом, испуская дизельные силы в окружающую природу, едет маленькая котлетка.
Строящий дизель — это что-то новое. Но сейчас все то же самое с видом от первого лица за рулем Паджерика. Пониженная вторая, если кому-то еще интересно. Следующим нашим препятствием стало вот это дерево. Три можно этим бревном получить, блядь. Пип-пип-пип. Не получил по ногам? Вот и перескочено. И еще раз. Ты точно так же над ними можешь. И правда может. А здесь уже не может. С 40 метрами далее джип и Land Rover стали на дорожку, из которой нет пути назад, и я им не завидую ближайшие 4 часа на их 400 метрах. Издревно же говорили, не зная брода, запускай штурмана в воду. Оно жидкое, блядь. Очень жидкое, еще и с торфом. Тем временем Нива закупорила путь к точке и пускала пузырики в ожидании помощи. Сейчас мы можем наблюдать, как Нива организовывает защитное облако дыма, чтобы прикрыть свой отход в случае неведомой херни. Никуда не уходи, а мы пока телепортируемся к медленно удаляющимся экипажам джипа и Land Rover. Если бы не лед. То росли б грибы. Была половина. Водитель, не спи. Фотка на память человеческой глупости. Осталось, собственно, метров 150. Часа на 2 хватит. Такое с Нивами случается редко, где-то раз в покатушку. Просто силовому бамперу нужны силовые отверстия. Почему мы не едем дальше? Едем дальше. Едем дальше, да. покажешь, как нужно ехать Да, дальше. конечно, конечно. Хорошо. Вообще, пыль. А какая у тебя машина? У меня машина самая лучшая в мире. Паджеро? Паджеро нет. Паджеро не до машины, это так, блядь. Понты, понты. Понятно. Ну ладно, встретимся через 10 минут. Где? Покажите нам мастер-класс. Далее, морская пехота! Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда! Устроили бы покатуху. У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. Трассу понабирали, блядь. Резину поставили. Стартуем! Что делаем? Стартуем! В сторону. Бля, если я начну стрелять, я тебя стреляю, то, что у тебя ниже пояса! Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там? Но чтобы Нивы могли показать нам, Ниву нужно достать первым попавшимся джипом. Ну, соберись! Стентнер весит! Пост сдал. Пост принят. Там Дина наверху, ты в нее упираешь.
2 hours later. Вам нужна помощь Паджеро? Это дышащая, это мембрана так работает. Так, короче. Кажется, джип нашел объезд. А нет, все нормально. Нива, сломя голову, помчалась по новому маршруту. Но застряла в текстурах. Я думал, тут дорога. А вот и полный заряд бодрости подоспел во второй бой. Two hours later. Там лед. В резинку уперся и не едет. Вверх в океане, все плывет в сплошном тумане, ничего вокруг не вижу, белый свет, как белый снег. Я понимаю, что вы уже устали от Нив, но нам все равно нужно их достать. Сережка. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Вернемся к нашим тяжеловесам. Если прислушаться, можно услышать что-то матерное на лебедочном языке. Смеркалось. Чтобы не выслушивать ругательства от лебедки, ее решили немного притопить. Тем временем напряжение покинуло чат. Последнее, на что хватило третьей батарейки в GoPro, это как будто бы компрессорной теме, а не блур. К слову, тянуться уже можно было только через блок или в две лебедки. Люди падали без сил, но поднимались, ведь до выезда всего пара десятков метров. А ведь 40 метрами ранее было еще довольно-таки светло. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Да, это трасса, и две машины выехали из этого пиздеца.
А я разворачиваюсь и пойду к оставшимся в болоте. По возвращению оказалось, что одна из них начала подготовку к горному рельефу. Но этому она отдала слишком много из своих 50 сил и перестала выходить на связь с окружающими. Покойник. Очень хорошо, что есть чем тягать эти поделки. Ура! Видимо, рабочие дворники на них ставятся только в очень дорогих комплектациях. Прилетела изюваком. Почти на выезде с маршрута мы догнали ребят на газике Ниве и Ниссане. Ниссан качественно врос в текстуру всем брюхом. Газик-спасатель потерял пульт от лебедки, разулся, и у него отлила солярка от заборника. Поэтому мы решили его закопать. Шучу, сжечь. Но получилось только надуть колесо. После достался Nissan, и колонна двинулась заводить Ниву. Надеюсь, оно больше не сдохнет. Мы снова догнали ребят в последней луже на сегодня. Сейчас дернем и поедем по домам. Классический вариант диагоналочки. Ну вот так, собственно, и прошла эта покатушка. Естественно, я опять что-нибудь забуду вставить или сказать в этом видосе, поэтому продолжение следует, и всем пока.